Всем привет! Сегодня у меня на канале шоколадное печенье. Очень простое в приготовлении, но такое вкусное, словами не передать. Часть печенья у нас пойдет на чаепитие, а из оставшегося печенья я приготовлю восхитительнейший тортик. Для теста мне понадобится 3 яйца, у меня яйца категории С1. Сначала на небольшой скорости миксера я разбиваю яйца, затем выкладываю сахар и перевожу миксер на максимальную скорость. У меня трехскоростной миксер. Пока яйца взбиваются, подготовлю мучную смесь. К 100 граммам пшеничной муки добавляю 60 грамм крахмала. Крахмал можно взять любой, у меня кукурузный. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя без горки. И все это нужно хорошо перемешать. Яйца уже взбились у меня в пышную светлую пену. Добавляю к взбитым яйцам 40-50 грамм любого растительного масла. И сюда же просеиваю подготовленную мучную смесь. Поскольку печенье у меня шоколадное, я еще добавляю 2 столовые ложки какао-порошка с хорошим верхом. Какао-порошок я также просеиваю через сито. Уже без миксера, с помощью венчика, аккуратно, но быстро все перемешиваю. Вот такое должно получиться тесто, консистенции полугустой сметаны. Противень застилаю пергаментом и выливаю на него тесто. Тесто нужно равномерно разровнять по противню. Отправляю тесто на выпечку в хорошо разогретую духовку до 170 градусов по Цельсию минут на 15-20. Вот такой получился корж. Нужно освободить его от пергамента. Ну а далее любой формы, какая имеется в наличии, вырезаем из теста печенье. Можно для этого использовать обыкновенный стакан, можно просто корж разрезать ножом на прямоугольники, на треугольники. И тогда вообще весь корж уйдет на печенье. Как я уже говорила, у меня свои планы на этот корж. Я хочу, чтобы было и печенье к чаю, а остатки коржа пойдут у меня на тортик без выпечки. Я этот тортик называю без выпечки, потому что не обязательно печенье для тортика выпекать самой. Можно купить в магазине. Печенье для чаепития выложила на блюдо. А это то, что осталось от коржа. И это я буду измельчать в блендере в крошку. Украшаю печенье сахарной пудрой. Вот такая получилась красота. И все это такое аппетитное, ароматное. Покажу сейчас, как печенье выглядит внутри. Вот посмотрите, какое внутри тесто. Все пористое. Когда я монтировала ролик, печенье уже было все съедено. Скажу вам, что это просто вкуснейшее печенье. Вкуснейшее, вкуснейшее, вкуснейшее. Ну и, как я уже говорила, печенье я пекла не только ради самих печений, а еще и для того, чтобы сделать из них тортик. Для тортика я уже измельчила в блендере 100 грамм грецких орехов. Далее буду измельчать то, что я показывала, остатки от коржа для печений. Измельченные остатки коржа выкладываю к орехам в объеме 150 грамм. Все хорошо перемешиваю. И к этой массе добавляю 80 грамм размягченного сливочного масла. Вмешиваю сливочное масло в орехово-шоколадную крошку, пока у меня не получится масса однородной консистенции. Выкладываю подготовленную массу в форму для тортов. Форма у меня разъемная, диаметром 18 сантиметров. Дно формы и ее бока я покрыла пергаментом. Равномерно по форме уплотняю шоколадно-ореховую масляную массу. Уплотняю таким образом, чтобы получилась емкость с бортиками. Примерно вот так. Бортики у меня получились высотой около 3 сантиметров. Крем я уже сделала. Это мой любимый крем из отвешенного кефира. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Выкладываю крем в форму, равномерно распределяю крем и разравниваю. Сверху засыпаю ореховой крошкой. Здесь примерно 40 грамм, это дополнительная ореховая крошка. Стараюсь как можно плотнее утрамбовать крошку. Теперь остается только украсить тортик.
Я это делаю растопленным шоколадом. Здесь у меня примерно 20 грамм. Вот что у меня получилось. Теперь остается только тортику хорошо настояться в холодильнике не менее чем 4 часа. И вот он результат. Тортик у меня простоял в холодильнике часов 12. Это получилось необыкновенно вкусно. Такой торт украсит любой праздничный стол и будет съеден весь без остатка. Еще и добавку захочется. И хотя я называю этот торт без выпечки, я бы его все-таки готовила из домашнего печенья. Обязательно попробуйте. Приятного всем аппетита и увидимся в следующем ролике.